Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Сегодня я хочу вам показать самый простой, самый оригинальный узор крючком. Совсем несложный. Пряжа у меня будет вот такая вот, смотрите, не слишком толстая, не слишком тоненькая. Я про пряжу расскажу вам в конце видео. Крючок у меня сегодня будет, смотрите, 3 миллиметра. Вы, в свою очередь, берете свою пряжу, свой крючок под свою плотность вязания. Схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Ну, она четкая, все понятно. Кто умеет работать со схемками, можете уже работать самостоятельно. Кто еще пока не умеет, повторяйте за руками, и у вас обязательно все получится. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика составляет 3 петельки. Давайте, например, я наберу, ну, допустим, сколько раппортов? 12, да? 12 на 3, 36. Вы, в свою очередь, набираете столько, сколько вам будет необходимо. Смотрите, так, вначале делаем петельку фиксации. Все как всегда. Мы при наборе петелек данную петельку не считаем. Теперь я набираю 36 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 и 36. Вот мой будущий образец. Далее, смотрите, мы с новичками сделаем первый ряд вспомогательный. Так, смотрите, повторяйте, новички. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка пятую петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В пятую петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки, столбик с накидом. Накид. По порядку в следующую петельку цепочки нырнули, вытянули ниточку и провязали точно так же по 2 петельки, столбик с накидом. И вот так вот вы в каждую последующую петельку цепочки ныряете и провязываете столбик с накидом. Это несложно. Самое главное, что вы, когда провяжете столбики, вот такие вот, да, весь ряд столбиков, вы в столбиках не запутаетесь. А вот в воздушных петельках можете запутаться. Там потянете, там распустите, и у вас будет неровно, и вы запутаетесь. В столбиках точно не запутаетесь. Поэтому четко контролируйте в каждую петельку столбик. Количество столбиков по итогу у вас будет ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. Понятно, да? Вот у меня 36 воздушных петелек, значит будет 36 столбиков. Все, ничего сложного. Смотрите, вот эти первые 3 петельки, которые мы набрали, да, петельки подъема, это имитация столбика с накидом, считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков я уже провязала. Теперь давайте самостоятельно до конца ряда. Угу. А в конце ряда я вас встречу. Давайте, несложно у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики. Все ровненько, аккуратненько, ничего сложного. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Итак, для начала 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Делаем поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Итого у нас получается здесь 5 воздушных петелек. А теперь будьте внимательны. Делаем 2 накида. Возвращаемся сюда же в первый столбик. Беремся за верхушечку, ныряем, вытягиваем рабочую ниточку, провязываем 2 петельки стоп. Дальше не провязываем. Опять делаем накид. Теперь шагаем в следующий по порядку столбик. Беремся за верхушку, нырнули, вытянули рабочую ниточку, провязали 2 петельки стоп. Держим на крючке, не провязываем. Накид. В следующий по порядку столбик, за верхушечку нырнули, вытянули рабочую ниточку, провязали 2 петельки стоп. И вот теперь смотрите, первые 3 петельки, так, мы провязываем за один раз вместе. 3 петельки только. 1. А теперь завершаем наше вязание по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки. У нас с вами формируется вот такая вот интересная метелочка. Видите? И несложно. Давайте дальше. 2 воздушные петельки. 1, 2. Повторяем метелочку. 2 накида. Теперь смотрите, вот мы закончили, да, наши столбики. Следующий столбик. Нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки стоп. Накид. Следующий столбик. Нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки стоп. Накид. В следующий столбик. Нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки стоп. Теперь провязываем за один только лишь 3 петельки. 1, 2, 3. Стоп. И теперь по 2 петельки оставшиеся. 2, 2. Еще одна вот такая метелочка, видите?
Несложно и красиво, да? И точно так же повторяйте вот так до конца ряда. 2 воздушные петельки, 2 накида и шагаем вместе. В следующий столбик нырнули, провязали, стоп, накид, нырнули, провязали, стоп, накид, нырнули, провязали, стоп. Теперь 3 петельки провязали, а потом по 2 петельки. 2, 2. Сформировали вот такую вот метелочку. Все, шагаем вот так до конца ряда. Не сложно, совсем не сложно. Все, давайте самостоятельно. У вас получится. В конце ряда я вас встречу. Итак, смотрите, вот я провязала практически до конца ряда. Вот что по итогу получается. Такая вот красота. И хочу показать, как мы заканчиваем ряд. Вот метелочка, 2 воздушные петельки. Итак, 2 накида, все точно так же. Первый столбик провязываем не до конца. По порядку идем. Второй столбик провязываем не до конца. И третий столбик, смотрите, у нас здесь были 3 петельки подъема в предыдущем ряду. Делаем накид, в третью петельку подъема ныряем, вытягиваем рабочую ниточку, провязываем 2 петельки, стоп. Так. Теперь 3 петельки также провязали и по 2 петельки 2, 2. Закончили нашу метелочку. И здесь мы делаем одну воздушную петельку, так, 2 накида, возвращаемся вот в третью петельку подъема, в нее опять же ныряем и провязываем столбик с 2 накидами, чтобы высота нашего ряда была одинаковая. Все, на этом наш ряд закончен. Теперь будьте внимательны. Опять делаем 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. Опять делаем 2 накида. И теперь смотрите, вот верхушка нашей метелочки, да, мы, получается, ныряем вот в эту верхушечку, нырнули, вытянули рабочую ниточку, провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки до конца. Столбик с 2 накидами. А теперь будьте внимательны. Делаем накид. И вот получается, видите, 2 петельки, и как бы перекрест такой идет, спиралька. Мы возвращаемся к этой спиральке, берем эту петельку, так, и за ней следующую петельку, получается, вертикальную. Теперь вытягиваем рабочую ниточку и провязываем по 2 петельки, 2, 2, столбик с накидом. Накид еще раз точно так же, сюда же, в эту же петельки нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки, еще один столбик с накидом. И у нас получается точно такая же метелочка, только наоборот. Она смотрит вверх. Поняли? Здесь смотрит вниз, здесь смотрит наверх. Давайте еще раз. 2 накида. Беремся вот за верхушку нашей предыдущей метелочки. Нырнули. Вытянули рабочую ниточку. Провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Теперь делаем накид. И возвращаемся. Видите, вот так вот спиралька видно. 1 петелька и 2 петелька. Мы к первой возвращаемся, захватываем эту петельку, которая у нас как бы наискосок спиралькой, и еще одну петельку захватываем. Все. Вытягиваем рабочую ниточку и провязываем по 2 петельки наш столбик с накидом. И еще точно так же один столбик. Сюда же опять же нырнули и провязали второй столбик с накидом. Все. Видите? Вот такие у нас по итогу получаются метелочки. Не сложно, не сложно. Вначале, наверное, подумали, что очень сложно. Все, и вот так вот шагаете до конца ряда, провязывайте. Опять же, вот он наш столбик с 2 накидами, потом накид, вернулись, здесь несложно. И провязываем столбик с накидом 1, и сюда же столбик с накидом 2. Поняли? Все, вот такая вот красота. Давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда я вас встречу. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали ряд наших метелочек, которые смотрят вверх. Так, вот что у нас получается. И как мы заканчиваем наш ряд. Вот последняя метелочка. Делаем 2 накида. И помните, мы здесь сделали 4 петельки подъема и 1 воздушную петельку по узорчику. И отсчитываем. Получается 1, 2, 3, 4. В 4-ю петельку нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки, столбик с 2 накидами, чтобы высота нашего ряда была одинаковая. Все. Дальше, получается, мы повторяем вот этот вот первый ряд. Вспоминаем. 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Итого 5 воздушных петелек. И теперь делаем 2 накида. И идем вот по нашим столбикам. 3 столбика. В первый столбик, получается, нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. Держим на крючке. Накид. Следующий по порядку столбик у метелочки.
точно так же. И следующий третий столбик точно так же. Есть. Теперь 3 петельки вместе и затем по 2. 2, 2. Точно такая же метелочка получилась, как и вот в нашем первом ряду. Угу. Ну, а здесь как бы такое ощущение, что как ромбик. Опять 2 воздушные петельки. Раз, два. И повторяем все то же самое. Шагаем в первый столбик предыдущей метелочки. Шагаем точно так же во второй столбик. То есть нет никаких особенностей. Провязываем точно так же, как самый первый ряд. 3 петельки вместе, затем по 2. 2, 2. Все. И опять 2 воздушные петельки. И вот так вот шагаете до конца ряда. Ну, согласитесь, совсем не сложно, да? Все, давайте еще раз самостоятельно до конца ряда посмотрим, что в итоге получится. Уже видно, что несложно и оригинально. Все, встречаемся в конце ряда. Так, смотрите, вот что у нас по итогу получается. Как вам? Красота? И очень быстро растет, да? Как мы заканчиваем наш ряд? Точно так же, как мы заканчивали первый ряд. Мы делаем одну воздушную петельку, мы делаем 2 накида, и вот у нас здесь были петельки подъема, помните, да? Мы делаем в 4-ю петельку, вот так вот ныряем и провязываем столбик с 2 накидами. Все, наш ряд закончен. И дальше будем повторять наш второй ряд. 4 петельки подъема, 1, 2, 3, 4, поворот, 2 накида. И точно так же, как мы провязывали, ныряем в ножку, так провязываем столбик с 2 накидами. А затем накид, вот, возвращаемся в наши петельки и провязываем 2 столбика с накидом. Все. То есть ваш узорчик представляет собой 2 ряда, и вы никуда не смещаетесь, ничего не запоминаете, то есть никакого шахматного порядка и так далее. То есть 2 ряда повторяют друг друга. Все, ничего сложного. У вас метелочка одна смотрит вниз, одна вверх, одна вниз, одна вверх. И от этого получается очень симпатичный узорчик. И самое главное, что он быстро растет за счет того, что столбики у нас высокие. Смотрите, видите? Все, красота, красота. Ну все, давайте увеличим на несколько рядочков. В итоге посмотрим, что получается. Ну, уже видно, что симпатично. Встречаемся через несколько рядочков. У вас получится, давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Уже принцип узорчика понятен. Вот такие интересные получаются ромбики. Узор очень воздушный. Ну, естественно, как бы он из данной пряжи летний, да. Смотрите, вот такая вот красота. Да? Не забывайте о том, что вы узор можете держать как я, горизонтально, так и переворачивать его вертикально, да, смотря какая у вас идея, задумка будет. Из моей пряжи, смотрите, вот так тянется чуть-чуть совсем, и вот так тянется тоже чуть-чуть совсем. Узорчик очень удобный тем, что он двусторонний. Так? Что это у меня за ниточки? Смотрите. Называются они у меня Alize Bella. Новички, кто еще с такими не работал. Это 100% хлопок. Смотрите, получается, здесь в 100 граммах находится 360 метров. Цвет пока не забыла, сразу же называю 266. На камеру, мне кажется, более ярко-зеленым передается. Он такой более спокойный. Далее идем, смотрим, получается, нам здесь советует производитель брать крючок от единички до троечки, ну, в зависимости от вашего узора, от вашей плотности вязания. Что вы хотите сделать, более воздушный, да, либо наоборот более плотный. Вот такая красота. Всего лишь 2 ряда, узор растет очень быстро. Давайте замерим. Напоминаю, что это моя пряжа, моя плотность вязания, мой крючок. При одинаковых исходных данных у нас могут быть разные результаты, поэтому обязательно провязывайте образцы своей рукой. Итак, 36 воздушных петелек я набирала, да, для образца. Это практически 20 сантиметров. И здесь получается узорчик 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядочков. И с новичками мы провязывали 7, да, самый первый рядочек. Итак, смотрим. У меня это, смотрите, 11 сантиметров. Поняли? 7 рядов, 11 сантиметров. Узор растет очень быстро, моментально. Данная пряжа, конечно, хороша для летних изделий, но если возьмете демисезонную зимнюю пряжу и придумаете что-либо связать, возможно, это будет палантин, возможно, это будет шарф, возможно, это будет жилетка. То есть очень будет смотреться шикарно. Вы можете делать из одного узора, можете комбинировать с другими узорами. То есть универсально и ничего сложного. Поняли, да? Вот такая красота. Если вы что-либо уже вязали данным узорчиком, рассказывайте нам. Мы будем читать, вдохновляться, какая пряжа, какое изделие у вас было. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте обязательно ставить лайки, пишите комментарии. Комментарии помогают продвижению моего канала. Заранее спасибо большое. Кто еще не подписан, подписывайтесь обязательно. Ну, а также нажимайте на колокольчик, вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в свои плейлисты и вяжите с удовольствием.
У кого есть возможность, нажимайте на кнопочку спонсорства. Тоже заранее спасибо большое. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.